Привет! В этом видеоуроке я хотел бы исправить две небольших оплошности, которые есть на моем канале. Первое. В комментариях к видео меня часто спрашивают, как же все-таки меня зовут. И это правильное замечание, потому что в видео я почему-то никогда не представлялся. Исправляюсь. Меня зовут Сергей Патин. Ссылку на мой профиль ВКонтакте вы можете увидеть в описании к этому видео. Если хотите, добавляйтесь в друзья. Также в описании к этому видео вы можете увидеть ссылку на группу ВКонтакте, где я размещаю свои видеоуроки, и там же происходит некоторое их обсуждение, поэтому становитесь подписчиками этой группы, я буду очень рад. И второе недоразумение – это то, что на моем канале, как написали в комментариях, почему-то до сих пор нет урока по плетению такого распространенного браслета, который называется квадрофиш. И я как раз хотел бы исправиться. Ну, многие, конечно, этот браслет уже знают, как плести, потому что он распространенный, популярный. Но если вы новичок, и если вы только входите в мир плетения из резинок, то наверняка вам такой будет урок интересен. А чтобы он был еще интереснее, мы в этом уроке рассмотрим также, как можно оплести крючок или карандаш или ручку резинками, потому что это все делается тоже по технологии плетения квадрофиш. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок и один из его рядов снимите. Нам понадобится всего лишь 2 ряда, а точнее всего лишь 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. И расположите станок таким образом, чтобы открытые стороны столбиков смотрели на вас. Теперь возьмите резинки, которые вы будете использовать в процессе плетения. Это может быть один цвет, может быть 2, 3 или любое другое количество, в зависимости от вашей творческой фантазии. Я возьму розовую резинку и буду еще желтый цвет использовать. И эту розовую резинку я накидываю на все 4 столбика, на которых мы будем производить плетение. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. На одной из сторон оттягиваем резинку и делаем вот такое перекрестие возле этого столбика. Вот у нас получилось здесь перекрестие резинок. Точно так же нам нужно сделать около следующего столбика. Просто берем и вот так накидываем. Тут получилось перекрестие. Далее еще на одном столбике. Тут. И на последнем столбике тоже делаем точно такое же перекрестие. На данный момент имеем вот такую ситуацию. Теперь возьмем следующий цвет, желтый в моем случае, и я накидываю на все 4 столбика эту желтую резинку. Сейчас с этой желтой резинкой никаких перекрестий делать не нужно. Это мы делали с вами только на первой резиночке, а все остальные будем накидывать просто обычным накидыванием. Будем чередовать цвета розовый, желтый, розовый, желтый. Значит, после желтого накидываем розовую резинку. И сейчас у нас на каждом столбике по 3 резинки. Самую нижнюю резинку теперь нам нужно с внешней стороны вытянуть и скинуть внутрь этой конструкции. С одного столбика. Теперь с другого. Самую нижнюю резинку поддеваем. С внешней стороны просто скидываем внутрь. С дальнего столбика точно так же, с внешней стороны внутрь. И здесь столбик у нас один остался. Тоже захватываем розовую резинку, с внешней стороны скидываем внутрь. Накидываем следующую резинку, чтобы у нас получилось 3 на каждом столбике. 3 есть, и теперь, значит, третью, самую нижнюю, мы точно так же с внешней стороны скидываем внутрь, как это делали чуть ранее. 1, 2, 3. И с 4 столбика тоже захватываем и с внешней стороны скидываем внутрь. После желтой опять идет розовая. И опять самую нижнюю с каждого столбика мы с вами с внешней стороны скидываем. 1, 2, 3, 4. После этого идет опять желтая. И опять с каждого столбика мы с вами скидываем самую нижнюю третью резинку. И таким образом наберите ту длину браслета, которая подходит именно для вашего запястья. В процессе плетения вы можете примерять этот браслет, чтобы размер вам подходил. И сейчас давайте рассмотрим, как же этот браслет нужно завершить.
Итак, нужная длина браслета у меня уже набрана. И теперь давайте посмотрим, что нужно сделать в конце. Сейчас на каждом столбике у меня находится по 3 резинки. Поэтому я, как обычно, самую нижнюю резинку с внешней стороны скидываю внутрь. Теперь по 2 резинки на каждом столбике. Поэтому мы вторую резинку снизу скидываем с внешней стороны внутрь. То есть та, которая у нас самая нижняя, она у нас идет с внешней стороны внутрь. Сейчас у нас по одной резинке на каждом столбике, и их нам нужно скинуть на один столбик. Например, вот на этот столбик мы их будем скидывать. Берем сначала с этого столбика, переносим резинку сюда. Теперь с этого столбика переносим резинку сюда. И с последнего столбика переносим резинку тоже вот сюда. Таким образом, на этом столбике у нас сейчас 4 резинки. Чтобы натяжение их было более сильным, я внутри просовываю крючок и накидываю их на соседний столбик. Таким образом, нам будет немножко легче накинуть застежку, клипсу. Мы с вами ее берем и сквозь все эти 4 оборота просовываем. Готово. И снимаем эту часть нашего браслета со станка. И теперь обращаем внимание на другой конец этого браслета. Как вы помните, в самом начале плетения мы с вами накидывали розовую резинку и делали 4 петельки у нее. Так вот, нам с помощью крючка нужно эти 4 петельки найти. Таким образом, чтобы на крючке у нас находились все 4 оборота этой одной резинки. Я просунул просто внутрь, и у меня 4 резинки на крючке оказались. Чтобы легче было и на этой стороне тоже накинуть застежку, я тоже накидываю на станок на 2 столбика. Натяжение резинок у нас здесь сильное получилось. И теперь нам очень легко вторую часть застежки на эти 4 оборота накинуть. Накинули, и готово. Вот браслет у нас готов. Очень такой интересный, симпатичный, кругленький. А сейчас давайте еще посмотрим, как же сделать таким образом, чтобы вот этот квадрофиш у нас оказался на ручке, или как на крючок сделать оплетку. Я сплел оплетку нужной мне длины. Сейчас по 2 резинки на каждом столбике у меня находятся. И, как и в предыдущем браслете, мы с вами нижнюю резинку скидываем с внешней стороны с каждого столбика внутрь. 1, 2, 3 и здесь 4. Готово. В центре этого плетения у нас есть такое небольшое отверстие. Так вот, перед тем, как мы снимем со столбиков последние резинки, мы должны в это отверстие засунуть карандаш, крючок или тот предмет, которому вы делали оплетку, и пропустить весь этот карандаш сквозь то плетение, которое у нас с вами получилось. Таким образом, чтобы этот карандаш или ручка у нас вышли на другом конце. Так, вот сейчас у меня так это все получилось. И давайте посмотрим, как же снять вот эти резинки. Если мы их просто скинем, как обычно, с внешней стороны вот сюда внутрь, то браслет у нас распустится. А чтобы у нас, не браслет, а наплетка, чтобы она не распустилась, нам нужно вот с этого столбика снимаем и проводим карандаш сквозь вот эту резинку. А уже на этой другой стороне мы эту резиночку отпускаем. На этом столбике делаем точно так же. Берем и просто на другую сторону накидываем через этот карандаш. Вторая резинка, третья резинка тоже. Пропускаем сюда карандаш и на другой стороне карандаша отпускаем. И, наконец, четвертая резинка, тоже пропускаем карандаш через нее и отпускаем. Теперь снимаем со станка нашу конструкцию. Вот такая ситуация у нас пока получилась. Можно теперь подвинуть эту оплетку в то место, где она должна находиться. И смотрите, вот эти петельки у нас сейчас не очень ровно идут. Косички вот эти, их нужно просто разровнять немножко. Можно натянуть этот браслет, эту оплетку.
И можно еще вот так покрутить. Так, сейчас поправим. Можно немножко ее вот так закрутить. И будет тоже интересно смотреться. Отлично. Вот такой вариант у меня получился. Вот один карандаш, вот другой карандаш. Я надеюсь, что этот урок вам понравился, и вы сделаете для своих ручек карандашей и крючков, если у вас есть вот такие крючки для вязания, тоже сделаете оплетки. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте, ссылку на которую вы обнаружите в описании к этому видео. Спасибо за внимание, пока!